Красные линии Путина, смерть польского солдата на границе и можно ли обстрелять Кремль. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Оккупированные территории Россия выделяет в отдельный округ, видимо, чтобы легче было возвращать. У нас, конечно, будет создан федеральный округ, так же, как, в принципе, во всей России. Ровно год со взрыва на Каховской ГЭС, самой большой техногенной катастрофи последнего времени. Можна з певністю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує. Разрешит ли Белый дом менять правила игры? И что сказал Байден об ударах по Кремлю? Они разрешены для использования вблизи границы, когда используются по другую сторону границы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте про кнопочку «Супер спасибо» и не забывайте подписываться на канал. Поехали! Олаф Шольц официально подтвердил то, что разрешил Украине использовать немецкое вооружение для ударов по территории России. Канцлер заявил это, выступая перед парламентом. За последние недели Россия открыла новый фронт. Харьков – миллионный украинский город, недалеко от границы с Россией. Он почти сутки находился под российским обстрелом ракетами и планирующими бомбами. С тех пор ударам подвергаются дома, торговые центры, школы и фабрики. Но прежде всего ударам подвергаются ни в чем не повинные гражданские лица, женщины, мужчины и дети. Мы, как всегда, тесно координировали свои действия с нашими союзниками. Мы вместе подтвердили это. Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться от нападения на свою территорию, свои города и своих граждан. Это также относится к нападениям, подобным тем, которые произошли в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиции непосредственно на своей приграничной территории. Чтобы защититься от таких атак, Украина также может использовать оружие, поставляемое нами и нашими союзниками. Всегда в соответствии с международно-правовыми обязательствами. Непреклонным остается Джо Байден, который в интервью американскому телеканалу ABC говорит, что по Москве и Кремлю нельзя бить американским оружием. Можно ли считать, что по остальной территории России бить можно? Один из главных вопросов. Они разрешены для использования вблизи границы, когда используются по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине. Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю. В России такие решения раньше называли преодолением красных линий, но в Белом доме говорили, что и далее будут рассматривать расширение разрешения нанесения ударов по РФ своим оружием, то есть отодвигать эти самые линии. Как долго можно двигать красные линии, мы спросили у политтехнолога. С самого начала войны эти вот красные линии, они все, скажем так, размываются. И, сложно сказать, что должна еще сделать там Европа там, или Украина, чтобы Россия там действительно решила там наносить ядерные удары. Я не знаю, что они там еще могут сделать, потому что кроме ядерного удара, наверное, все они уже использовали против Украины. Введение войск, мы посмотрим, если сейчас эта инициатива, которую возглавляет Франция, вице-президента Макрона, о том, что инструкторы западные будут въезжать в Украину, это будет несколько стран, это будут десятки, может, наверное, сотни военных, это военный контингент на территории Украины или нет. Наверное, Запад тоже делает именно таким образом, чтобы услышать, увидеть реакции россиян. И так понемногу, я думаю, Запад имеет все-таки стратегию, она сложная в реализации, потому что это коллективное решение во многом. Это подразумевает очень много дискуссий внутри, но тем не менее есть стратегия, которая все-таки направлена на то, чтобы не дать пасть украинскому государству, это как минимум. Польский солдат, которого мигрант на границе с Белоруссией ранил ножом во время попытки прорыва границы, умер. Об этом сообщает Главное командование Вооруженных сил Польши. Военнослужащий первой бронетанковой бригады получил ранение 28 мая. Тогда 50 мигрантов совершили попытку прорвать польско-белорусскую границу. Они кидали палки и камни в пограничников. Но в этот раз один из мигрантов достал нож. Вот, собственно, к чему приводят попытки эскалации на польско-белорусской границе. Не секрет, что даже белорусские спецслужбы помогают мигрантам туда пробраться.
Оккупированные украинские территории Россия выделит в отдельный округ, говорит один из коллаборантов. Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области вместе с Крымом оккупанты выделят в один округ, который назовут Новороссия. У нас, конечно, будет создан федеральный округ, так же, как, в принципе, во всей России. Будет создан федеральный округ, который будет включать в себя новые территории и вновь присоединенные территории, освобожденные от украинского нацизма. Когда президент примет это решение, я не знаю, это сугубо его прерогатива. Тут не Госдума и не Совет Федерации, здесь именно решение президента. Когда он примет это решение, то будет создан и федеральный округ, и будет создана и должность это под конкретного человека. Я думаю, что это должно быть в ближайшее время. 50 миллиардов евро от Европейского Союза теперь начнут поступать в Украину. Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение. Об этом пишет один из народных депутатов Украины Ярослав Железняк. В 2024 году Киев должен получить 16 миллиардов макрофинансовой помощи по этому договору. И заблокировать эту помощь Россия или, к примеру, Венгрия уже, скорее всего, не сможет. Європейський Союз зрозумів, що говорити про відновлення України, не надаючи гроші для цього відновлення, ну це трошки якось так несерйозно. І в цьому контексті це не тільки ця програма, про яку ви згадали, але й дуже важлива проблема, що робити з поки що замороженими російськими активами, які насправді треба конфісковувати. І я думаю, що в разі, коли ці дві теми об'єднаються, Україна доволі швидко, є така надія, отримає необхідну для України фінансову підтримку. В цьому плані, я думаю, ми на порозі дуже позитивних для України рішень. Дай Боже, щоб зараз ця зустріч сімки в Італії пройшла успішно, бо саме під час обговорення на цій зустрічі будуть розглядати, зокрема, і питання про російські активи, які матимуть, я думаю, дуже серйозний позитивний вплив, я маю на увазі, коли їх конфіскують, для економіки України. А Європейський Союз, само собою, робитиме те ж саме, тому, сподіваюся, у нас будуть два дуже потужних джерела отримання фінансових ресурсів. Украина втягивает Европу в войну, говорит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Украинцы считают, что чем больше стран они могут стянуть войну против русских, тем больше шансов на победу. Поэтому они будут стягивать войну Европейский Союз и даже весь мир. С украинской национальной точки зрения эскалация войны является логичной. Но вместе с тем премьер-министр Венгрии говорит, что приедет на мирный саммит, который устраивает Украина в Швейцарии. Годовщина теракта на Каховской ГЭС – одной из самых масштабных техногенных катастроф своего времени. Как изменилась местность, как быстро вырос целый лес из ив, український канал «Суспільне» сняли об этом фільм. Я все ж таки думав, що буде більше води. Десь могли би бути видні плеса озер, якісь рукави, але я не врахував, що верба піднялася дуже високо і вона просто приховує. Якщо там є якісь вікна з водою, їх звідси зовсім не видно. Тобто суцільне море, зелене море з верби. Я думав, що все ж таки будуть якісь відкриті ділянки, але все суцільно зелене. Це неймовірно. Можна з певністю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує. По этому поводу высказался и президент Украины в своем телеграм-канале. Он напомнил, кто совершил этот теракт и к каким последствиям уже для людей он привел. Это было сознательное и продуманное преступление, одно из самых больших их преступлений против природы и людей всего нашего региона. Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар получила оккупированная часть Херсонщины. В общей сложности пострадали по меньшей мере десятки тысяч человек, сотни тысяч остались без питьевой воды. Последствия действительно ощущались даже в соседних с Украиной странах, и водохранилище было очень важным для обеспечения Запорожской АЭС.
Я хочу напомнить, друзья, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео. Платформа YouTube практически не монетизирует наши видео, поэтому спасибо вам за то, что вы делаете. Не останавливайтесь и делайте так дальше. Еще ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, это тоже очень важно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.